Сейчас в тренде правильное питание, здоровый образ жизни. Мы стараемся следить за тем, что едим, но пренебрегаем качеством воздуха, которым дышим. Все, что вдыхаем, тут же впитывается в кровь и отражается на всем организме и на нашем самочувствии. Лично мне страшно представить, сколько пыли, вредных бактерий попадает в легкие. Важность воздухоочистительной техники в доме очевидна. Но чтобы знать, какой именно прибор нужен, надо понимать, как они работают. Давайте разберемся, как устроены очистители воздуха, зачем они нужны и какие интересные фишки спрятаны в их корпусе. Мнение, что такая техника может избавлять только от пыли, ошибочное. Главное, с чем она борется, это аллергены, бактерии, вирусы и микробы. Например, для людей, страдающих от цветения амброзии, эти устройства и вовсе могут стать спасением. Все очистители воздуха, которые есть на рынке, можно разделить на типы в зависимости от фильтра внутри корпуса. Самые простые устройства с плазменными фильтрами. Их принцип действия такой. Внутри две пластины, которые под действием электричества создают статическое поле. Оно и притягивает к себе микрочастицы, очищая воздух. Плюс таких устройств невысокая цена. К ним не надо покупать новые фильтры. Пластины промываются и устанавливаются обратно. Но важно знать, что из-за одноступенчатой системы очистки приборы могут неэффективно работать в пыльных помещениях. Далее расскажу про HEPA-фильтр в очистителях. Он представляет собой специальный мелкопористый материал, сложенный в гармошку, который задерживает мельчайшие частицы. Воздух, прогоняемый вентилятором через него, на выходе становится чистым. Фильтр нужно чистить 1-2 раза в месяц и ежегодно менять на новый. Скажу, что очищают такие устройства неплохо. Плюс они имеют невысокую цену ввиду простых технологий. Теперь расскажу про устройства с более сложной конструкцией, в которых воздух проходит несколько этапов очистки. Например, очистители-ионизаторы. Работают так. Вентилятор затягивает воздух и сначала удаляются крупные частицы пыли. Затем ультрафиолет дезинфицирует его. После очищенные массы попадают между электростатических пластин, которые притягивают более мелкую грязь. На последнем этапе ионизатор насыщает воздух заряженными частицами, которые благоприятно влияют на организм. Как видим, воздух проходит несколько уровней очистки. Удаляется не только пыль, но и мельчайшие аллергены. И как по мне, это лучший вариант для детской комнаты. Как и в предыдущем типе очистителей, в этом нет надобности менять фильтр. Пластины промываются, а все остальное чистится пылесосом. Теперь о фотокаталитических очистителях. Тут воздух, проходя первичную фильтрацию, попадает в камеру, где облучается ультрафиолетом и проходит обработку специальным катализатором. Он преобразует вредные вещества в безопасные – кислород, воду, углекислый газ. Но скажу, что аппараты такого типа настолько эффективно чистят воздух, что помимо вредных микроорганизмов удаляют и нейтральные. Поэтому в процессе пользования надо соблюдать все советы и рекомендации, которые указаны в инструкции. Интересно устроены очистители с функцией озонирования. Чувствовали когда-нибудь запах озона в воздухе после грозы? Так вот, их принцип работы основан на таком природном явлении, как молния. Как и в двух предыдущих типах устройств, воздух проходит несколько ступеней очистки. Но финишным этапом будет пропуск через преобразователь напряжения, который создает искусственные молнии. Такой прибор достаточно хорошо справляется с поставленной задачей. Отмечу, его надо периодически выключать, чтобы концентрация озона была в норме. И последние – угольные фильтры. Отдельно в очистителях воздуха их не используют. Они являются дополнительными и могут быть установлены в любом воздухоочистителе. Угольные фильтры задерживают крупную пыль, а также нейтрализуют запахи. Но мне кажется, главный недостаток в том, что менять их нужно раз в полгода. Также они не переносят влаги, ведь при намокании фильтр слеживается и перестает выполнять свои функции. Если с типом очистителя определились, далее важно соотнести площадь помещения с объемом очищаемого воздуха. Учитывайте, будете ли переносить устройство в разные комнаты или оно будет стоять, например, только в детской. А может и вовсе нужна модель с настенным креплением. Также полезными будут и такие дополнительные функции, как измерение качества воздуха, ночной режим, в котором устройство работает с минимальным шумом и не беспокоит сон, или специальная аллергенная программа, которая активно нейтрализуется пыльца растений и шерсть животных. Удобно пользоваться и регулятором интенсивной очистки. Мне кажется, что такую технику нужно устанавливать не только в доме, но и в офисах, школах и детских садах. Кстати, если для нас это еще что-то новое, то в Китае, ввиду их экологической ситуации, очистители воздуха на каждом шагу. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы этими устройствами, и если да, то какой моделью, и поделитесь своими впечатлениями. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. А еще узнайте, что можно приготовить из помела, и смотрите обзор компактного, но вместительного пылесоса Bosch. Пока!